Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Смотрите, какие у меня малючки. Уже больше сантиметра такие красавицы и красавцы. Где-то до 1,5 сантиметра. Но вы видите, здесь в основном сиреневые или буряковые. Немного красных есть, синих немного. Желтых совсем мало. И я вот сегодня решил в очередной раз посадить на нерест тернецию, потому что и видосы эти нравятся людям, и кому-то, может, принесет пользу, поможет в разведении этой красивой рыбки. Вот есть у меня желтые производители здесь. Как-то они слабовато дают результат. И вот здесь зеленые есть. Самочка зеленая, которая 10 дней назад не рестилась, хочу ее посадить еще раз, потому что зеленых тоже маловато. Вот здесь у нас 4 нерестовика есть, вот 3 пустых. И один сейчас я помою, он будет готовый тоже к эксплуатации. Там еще он поймаю анцитруса, один сидит. Зальем сюда воду. И покажу, что дальше будем делать. Вот еще вам хотел когда-то показать. Говорил, что у меня в сампе мальки плавают. Вот смотрите, гупики вот. Вот. Один, второй. Там их штук 5 или 6. Короче говоря, вот эти гуппи рожают. И вот эти некоторые рожают. И вот сюда, в это сливное отверстие, мальки попадают и спускаются в самп. А потом я их вылавливаю и отсаживаю в какой-либо из аквариумов для выроста. Но дело не в том, и вопрос не в том. Значит, в 4 нерестовика я воду залил. Уровень, как обычно, я делаю 17 сантиметров во всех. Ну, опытным путем я так себе решил. Вот, сейчас сюда поставим продувочку, обогреватели. И так вода будет стоять до завтра. То есть ночь простоит, полдня. И завтра днем мы сюда посадим рыбку. Ну и сеточку, соответственно, поставим сюда. И посмотрим, какие у нас получатся пары. Итак, прошла ночь. Установил я еще сеточки сюда дополнительно. Обогреватели, все работало, все аэрируется. Сейчас посмотрим температура. Ну, температура 26 градусов. Я померил во всех нерестовиках такая. И сейчас мы садим сюда производителей. 4 часа уже дня. Как раз будет нормально. Короче говоря, вот такие производители у нас. Значит, здесь самочка одна. 2 самца. Ну, как-то зеленые с 2 самцами лучше у них получается. Значит, здесь оранжевая пара. Здесь пара желтых. И здесь пара желтых. Ну и оставляем их до завтра. Продувочка такая слабенькая, пускай стоит. Обогреватели, все работают. А завтра с утра посмотрим, ну ближе к обеду. Ну что, 9 часов утра следующего дня, смотрите. Значит, у зеленых один самец стоит просто вот там вдалеке, возле обогревателя. Ну, неактивный, скажем так, да. А вот один с самочкой занимается. Так. Оранжевые. Ну, оранжевые тоже что-то там изображают. Какие-то действия. Но мы посмотрим чуть позже на их результат. Так, желтые. Ну, вот эта пара что-то двигается. Неохотно. А вот эта, которая справа. Ну, непонятно. Как-то тоже активности не очень много. Но мы еще их оставим примерно до 12 часов. Пускай они там себе занимаются. И уже тогда будем смотреть на то, что получилось. Ну, смотрю, в некоторых аквариумах вода мутная. То есть, как бы нерест видно идет. Ну, все. Еще включимся через часа 2-3. Ну что, прошло еще
пару часов. Вроде бы как наши производители успокоились. Давайте посмотрим на результат. Значит, желтые какие-то непонятные. У этой пары пусто. У этой пары пусто. Возможно, они в общем аквариуме отнерестились. Может, это две самочки. Я вот смотрю на это. Вроде бы как две самочки. Ну, пересмотрим сейчас их еще разок. Так. Оранжевые. У оранжевых икра есть. И беленькая есть, и хорошая. Так. Ну и зеленые. Зеленые тоже есть результат. Будем сейчас их отсаживать. А на икру посмотрим вечером, потому что сейчас она может быть хорошая, а к вечеру может быть и плохая. Итак, друзья, наступил вечер. Прошло где-то 8 часов от того, как прошел нерест. Давайте посмотрим, что у нас с икрой. Ну вот вам хочу сказать, есть белая икра и есть та, которая прозрачная. Не знаю, сейчас на камеру видно прозрачную или не видно. Думаю, будет видно. Это у нас зеленые. Ну, здесь много белой икры. Самцы какие-то не очень срабатываемые, скажем так. Неоплодотворенная просто икра. И вот икра у нас оранжевых. Ну, у оранжевых, конечно, оплодотворенной намного больше. Белой, ну, не очень много, но тоже есть. Ну, сейчас я еще сбоку так подсвечу. Кстати, вот, смотрите, видите, такая вот оранжевая, она таким зеленоватым отдает, да? А вот, смотрите, которая зеленая. Видите, между белыми есть и прозрачные икринки. То есть, зеленых тоже немного рыбок будет. Вернее, личинок для начала. Так, а ну сейчас сюда. Вот оранжевый, видите? Прозрачная икринка, хорошая. Ну, видите, вода немного мутноватная, да? Я для съемки убрал просто распылители, да? И сюда я добавлю сейчас в эту воду в один нерестовичок четвертинку эритромицина и в другой. Ну, для того, чтобы вода не так быстро портилась. А завтра уже будет личинка, мы на нее посмотрим. И решим, что будем делать дальше. Так, ну а этих наших друзей, две желтые пары, оставляем, так скажем, на второй год, на вторые сутки. Возможно, завтра у них что-то получится. Незаметно прошло 4 суток. Как у нас был нерест оранжевой и зеленой тернеции. Можно видеть, личинка уже находится на стеночках нерестовика. Ну, какая-то там на дне есть, под фильтром. То есть развивается она нормально. Вот сюда посмотрим на зеленую. Ну, тоже он на стеночке там сидит, видно. Слева, там справа, дальше. Вот, короче, развивается нормально. Я думаю, в скором времени она уже начнет плавать. Сейчас я подсвечу лучше. Посмотрим на нее, какая она. Вот, смотрите. Вон сидит. Ну и, соответственно, оранжевая. Ее тут вообще не меряю. Но она, видя такого цвета, как бы зеленая. Но она потом станет оранжевой. Развивается нормально. Начнет плавать, начнет кушать. И потом мы и зеленых, и оранжевых пересадим всех вместе. Будем за ними наблюдать в одном нерестовике. Друзья, вот незаметно пробежал день, и сейчас вечер уже наступил. Смотрите, некоторые рыбки, вернее личинки, да, начали превращаться в малька, то есть начали плавать. Некоторые еще на стеночках висят. А часть уже начинает изображать какие-то плавательные движения.
То есть некоторые личинки уже превратились в малька. И нужно их сейчас покормить. Ну, я, конечно, уже это сделал. Я им дал в первое кормление, в связи с тем, что не все они плавают. Дал им солоноводную коловратку. Есть у меня такой рачок мелкий. А уже завтра, когда они все поплывут, можно будет дать им артемию. Потому что тернеция, рыбка, у которой достаточно широкий рот и большой, да? И в отличие, например, от Данио, от Неона, она может сразу кушать артемию. И думаю, что завтра мы уже ее ей и покормим. Поэтому не переключайтесь. Ждем следующего дня. Друзья, ну вот немножко поработали. И вот такие красавицы и красавцы уезжают в новый аквариум. К новым любителям аквариумистики. Итак, друзья, я прошу прощения. Вчера я на день поспешил. Вчера было, оказывается, не четверо суток, а 3 всего лишь суток. А вот сегодня, вот уже вечер, 4,5 суток от момента нереста. И уже рыбка начала плавать. А вчера было всего лишь 3 суток утром и к вечеру 3,5. И сегодня я утром еще давал рыбкам некоторым солоноводную коловратку, но уже большая часть их начала плавать. И поэтому сегодня вечером мы дадим им артемию, посмотрим, как они будут ее кушать. Ну, много давать не буду, ну так, умеренно. И посмотрим, будут желтенькие животики у них или не будут. Кушает она артемию или еще нет. Ну что, эксперимент мы проводим. Насыпали артемии. Вот смотрите. Рыбка с желтым животиком, видите? Это говорит о том, что она свободно уже кушает артемию. И еще более это говорит о том, что рыбка уже стала мальком, а не личинкой. Вернее, не рыбка стала мальком, а личинка стала мальком. То есть он уже полноценно питается и кушает. А это говорит о том, что он будет очень хорошо развиваться и расти. Вот, и в толще воды есть рыба, и на дне что-то ищет. Давайте посмотрим, что там с нашими зелеными. Ну, зеленые тоже, вот их тут немного, но они есть. Вон они на дне там. Кое-кто уже пытается и плавать. Но я думаю, что зеленые какие-то слабоватые. Может, им даже сюда можно еще и коловратки насыпать. Может, кто-то еще коловратку съест. Ну что, встретимся мы с вами еще через день-два, когда эти мальки уже полноценно начнут питаться и развиваться. И еще раз на них посмотрим. И еще, друзья, кто не подписался на канал и досмотрел до этого момента, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие интересные ролики. Так, друзья, значит, прошло у нас еще незаметно 5 суток. Итого 9,5 дней от момента нереста. Вот хочу вам показать, какая у нас рыбка. Она поужинала. Вот там, видите, артемии у нее полно. Я ее так нормально кормлю. Она уже такая достаточно хорошенькая. Это та, которая у нас розовая, да? Вот. То есть она развивается нормально. Ее там нормальное количество. Вот с зелеными тут вопрос. Она есть мальки, но их совсем мало. Там какая-то часть на дне была, лежала, но они постепенно пропали. И вот такая у них ситуация получается, как когда-то я красных нерестил. Было много-много мальков, но они были не жизнеспособные. То есть они находились как-то там на дне, не плавали. Ну и потом, соответственно, мы их убрали, не стали выращивать. И зеленых тоже не очень много. Есть, но не очень много. Ну, что хочу вам сказать по дальнейшим действиям. Мы видео затягивать не будем. Значит, здесь нужно что? Вытащить фильтр, его промыть.
убрать на дне. Ну, вы уже знаете, как я это делаю. Мочалочкой. Там есть у меня видео, даже есть видео, как я убираю дно. Золотое дно называется. Золотое дно нерестовика. И поэтому это все уберется, добавится воды сюда вот до полного. И эта рыбка будет кормиться и развиваться, хорошо расти. И, соответственно, радовать сначала меня как разводчика, а потом и людей, у которых эта рыбка будет находиться. Вон там ее, на той стеночке, она почему-то к той стеночке прячется. Вот, смотрите видосы, которые появились на канале. Я думаю, они тоже интересные. Вот, а мы будем продолжать дальше нерестить разную рыбку и смотреть, как она развивается.